Всем привет! Хотел бы затронуть тему создания текстуры, примерно таких, как вы видите сейчас. Хотел бы показать, как создавать такие текстуры буквально за пару нажатий. Пару слов о том, что такое текстура. Текстура — это расположение частей твердого вещества, преимущественно ориентация элементов. Текстуру можно наблюдать, например, на поверхности обычной доски. Множество волокон образуют характерный рисунок. Сейчас вы видите 4 вида различных текстур, но это не все, которые я хотел бы вам сегодня показать. Значит, первая текстура создана угловой стамеской. Вот она. Я сейчас прикреплю фото. Вторая текстура вот так вот выглядит. Значит, наблюдаем третью текстуру. Ну и четвертая текстура была создана с помощью вектора. Такой вот шестиугольник. Ну и начнем создание. Для того, чтобы создать такие текстуры, есть специальная вкладка, которая находится в траекториях, 2D траектория и вот она, текстура. Также вы можете найти ее здесь в траекториях и создать траекторию текстуры. Вот мы открываем. Значит, я понимаю, что хочется все и сразу, но я хотел бы объяснить каждую из этих функций, ну, возможно, не все, но большинство. Для того, чтобы вам было проще создавать, и для того, чтобы вы вообразили какую-то текстуру, вот вы хотите создать там что-то очень интересное. Вы в голове представили это и поняли, ага, мне нужно сделать такое-то, такое-то действие. Но если этого всего не разобрать, то вам придется очень долго нажимать и выбирать различные функции здесь. Ну и пройдемся. Значит, откроем 3D вид. Значит, область обработки. Функция номер 1. Выбранный вектор, либо вся модель. Ну, то есть, тут понятно, если вся модель, то есть это модель, которую вы создали, у меня модель 300 на 300 миллиметров, она будет распространяться по всей модели. Значит, либо выбранный вектор. Но выбранный вектор это должен быть какой-то замкнутый вектор. Вот, например, это круг, либо квадрат, либо, я не знаю, это может быть овал какой-то. Вот такой. То есть там, в принципе, не важно. Главное, чтобы он был замкнутый. То есть это может быть даже, например, 2 круга. Или вот мы создаем один, создать, и также второй создать. Ну и как вы должны понять, что оно будет создаваться внутри этих кругов. То есть в этом месте и внаружи ничего не будет создаваться. Значит, инструмент. Тут вы выбираете инструмент, но, как я понял уже, что в принципе 2 инструмента, которые могут создать примерно очень интересные текстуры. Это фрезы, там, я не знаю, под 90 градусов, под 60, либо это радиусные фрезы. Там вот, как я буду использовать 6 мм, радиус 3. И следующий параметр — это точность. Эта величина влияет на приближенность формы траектории резок модели. Значит, чем меньше величина расстояния между точками модели, тем точнее будет траектория, похожая на форму поверхности. Как это выглядит наглядно? Нужно вам сделать рез дуги. И, предположим, вы ставите 0,01 мм, и у вас будет вот выглядеть таким образом дуга. Но если вы ставите точность в 1 мм, тогда дуга будет выглядеть следующим образом. Вот.
То есть она не будет закругленными линиями, точнее, либо одной линией, она будет вот такими точками. Но 0,05 миллиметров этого достаточно. Следующий это шаблон. Шаблон у нас есть прямой, либо выбранный вектор. Выбранный вектор это как была текстура в 4-м варианте. То есть у нас есть вектор, например, это может быть окружность, и текстура будет повторять именно эту окружность. Ну а если мы выберем прямая, ну естественно она будет прямая, вот как просто прямая линия. Следующая минимальная длина шаблона и максимальная длина шаблона. Значит, неважно какой у нас будет шаблон, вот захотим мы сделать квадрат, который будет у нас 10 на 10 миллиметров. Но если вы зададите разную длину шаблонов, то есть у вас будет здесь вместо 10 на 10, как есть квадрат, будет стоять, например, 5 на 10. Тогда длина минимальная будет 5, а максимальная длина будет 10. То есть этот как бы квадрат, оно будет расширять, либо сужать и так далее. Следующий профиль глубины. Значит, тут есть три функции. Есть плоский, углубленный, либо выбранный вектор. Но выбранный вектор, вы понимаете, что если будет профиль углубления такой, то и углубление тоже будет выполнять функцию этого вектора. Но есть плоский. Плоский это когда вы задаете глубину. Например, глубина будет в этом случае 1, а в этом случае 2. Тогда у вас будет от 1 до 2 мм глубина, но она всегда будет одна. То есть в этом случае глубина будет 1 мм, полностью по всей длине она будет 1 мм. Также в следующем случае, например, глубина будет по всей длине, предположим, там 1,5 мм, но она будет варьироваться от 1 до 2. Углубленная кривая. Значит, углубленная кривая это вот то же самое, что дуга. Вот она будет выглядеть вот так вот, траектория по Z. То есть она углубляется и выходит. Также это углубление будет варьироваться там вот от одного заданного числа до другого заданного числа. Вот в данный момент у нас от 1 до 2 мм. То есть она не будет постоянной везде. Она будет постоянной только в том случае, если вы зададите, например, минимальная конечная глубина 2 и максимальная конечная 2. Тогда вот в этом случае она будет только 2 мм. Но от начальной глубины. То есть начальная глубина, ну как бы она сама за себя и говорит, что она начальная. Например, вот здесь вот, предположим, это точка нулевая, да? Вот мы сейчас прописали 0. Но если мы пропишем не 0, а там, например, минус 1 мм, тогда эта точка опустится вниз на 1 мм. И оно всегда будет делать рез, начиная от минус 1 мм. Значит, минимальная конечная глубина мы рассмотрели, и максимальная тоже. Если вы задаете одинаковые числа, то оно будет делать как одно число. А если вы задаете, например, там от 0 до 2, то оно будет делать от 0 до 2. Значит, направляющий вектор может быть как прямой, либо как выбранный вектор. Значит, это у нас, предположим, направляющий вектор. Мы можем изменить его, нарисовав вот таким образом. Значит, направление движения всех текстур будет вот повторять направление этого вектора.
либо прямая. Но тут есть небольшая хитрость, то что как бы вектор, направление вектора может быть не только вот именно прямое, то есть оно может быть вот такое вот направление, то есть как бы какое-то хаотичное такое. То есть в этом случае можно выбрать выбранный вектор. Ну а если прямая, ну то вот как в этом случае. И здесь вы можете задавать угол, то есть там 45 градусов, ну, либо какой-то другой. Значит, минимальный и максимальный шаг. Значит, шаг это, вот предположим, от одной линии и до второй линии, до третьей, вот до четвертой и так далее. Вот это вот шаг, понятно. И, значит, максимальный шаг. Если вы задаете, как в случае глубины, задаете максимальный шаг там 1 и минимальный шаг другой, то оно будет от, например, 1 мм до 2,5 мм, как в данном варианте. Но если вы задаете одинаковую, например, мы здесь пропишем 2 и здесь пропишем 2, тогда оно будет только по 2 мм. То есть шаг не будет переменный, а он будет постоянный. Значит, минимальный и максимальный интервал. Это интервал между текстурой. Значит, это, можно сказать, вот это вот длина. Вот 15 миллиметров. И это будет интервалом между концом одной текстуры и началом другой. Также, если вы зададите одинаковый интервал, он будет постоянно. То есть мы здесь пропишем 25 и 25. И интервал только будет 25 и 25. И он будет постоянным. Но если вы зададите, например, от 1 мм, то он будет переменный. То есть он будет, может быть 1, может быть 2, 3, 5 и максимум 25. И изменение направления резания. Также, например, ваш инструмент режет слева направо, потом он начинает резать справа налево. Потом повторяется и так далее. Ну, хватит, я думаю, с теорией, и начнем наконец-то практиковаться. Так, удаляем эти вектора. Выбрал я фрезу 6 мм с радиусом 3. Подачи это уже не важно, выставите, какие вам будут нужны. Значит, выбрал всю модель и нажимаем сразу вычислить. Смотрим, что у нас получится. Значит, мы не задали заготовку для того, чтобы была у нас визуализация. Я задам 10 мм заготовку. Нажму ОК и вычислю еще раз. Переходим в траекторию, текстура, симуляция. И вот что у нас получилось. При каких настройках? Значит, что мы здесь видим? Мы видим у нас угол 45 градусов, минимальная длина шаблона 5, максимальная 10. То есть начнем с того, что наша текстура повторяет форму инструмента. То есть инструмент у нас сейчас радиус 3 мм, и оно повторяет его текстуру. И мы можем заметить, что некоторые шаблоны у нас 3 мм, точнее 5, 10, ну, плюс-минус. И сейчас покажу, как создать текстуру, которую мы видели в первом варианте. Значит, прописываем шаблон. У нас должна быть прямая, минимальная и сначала выбираем фрезу R3, диаметр 6 мм. Значит, минимальная длина шаблонов 30, максимальная 50,
угол 0. Минимальный шаг будет от 2,5 до 4. Это обусловливается тем, что R3 как бы от 2,5 и до 4. Ну там соотношение инструмента так, чтобы текстура повторялась, и она как бы не сильно прерывалась, и не сильно была друг к другу близко. Значит, минимальный интервал 20. Максимальный 30. Направление. Тут у нас прямая. И тут обязательно углубленная кривая. Бросить симуляцию. И вычислить. Вот у нас текстура, как была в первом варианте. Ну, такая довольно интересная. Я думаю, в дальнейшем я попробую ее обработать на станке. И сразу же рассмотрим следующую текстуру. Эту симуляцию мы сбросим. Выберем инструмент. Диаметр 8 мм под 90 градусов. И будем прописывать значения. Вычисляем и производим симуляцию. Вот так вот. Значит, тут нужно понимать, что у нас фреза под 90 градусов. Во-первых, она заглубляется по кривой. Вот мы создали углубленная кривая. Минимальная конечная глубина у нас от 0,9 до 0,9. Начальная глубина 0,1. Так, и следующее. И прописал я уже значение для следующей текстуры. Нам только нажать «Вычислить». И симуляция. Вот так она выглядит. Значит, основное изменение здесь это угол на 0 градусов и профиль глубины. Вместо углубленная кривая просто плоская. Ну и сейчас просто самая такая необычная текстура. Кстати, она напоминает чем-то вот зимой, знаете, на окнах такие текстуры появляются, когда мороз очень сильный. Так вот, вот значит все значения. И нажмем «Вычислить». Проводим симуляцию. Как бы где тут, что тут необычного, да? Но смотрите, просто мы вносим буквально одно изменение. Мы в угле, угол был 45 градусов, мы дописываем минус 45 градусов и нажимаем еще раз «Вычислить». И текстура и симуляция. И вот смотрите, что получается. Ну, я бы сказал бы, это просто очень круто. Просто мы изменили одно значение, мы даже ничего не дописывали, просто поставили минусы, и вот что мы получили. Да, так что, я думаю, эта функция текстуры ограничивается только вашим, как бы, воображением и все. И сейчас рассмотрим создание текстуры в векторе. Создадим такую же текстуру
но только в векторе. И переходим в 3D вид. Выбираем здесь выбранные векторы в области обработки. Нажимаем «Вычислить». Значит, симуляция. Вот что получилось. И выбираем также вторую траекторию. Выбираем выбранные векторы. Нажимаем «Вычислить». И также симуляция. И вот что мы получаем. Но, как вы понимаете, что вектор тоже может быть совершенно разный. Если, возможно, вам нужно там на какой-то необычной поверхности это сделать, просто рисуете вектор и делаете. И сейчас хотел бы рассмотреть последнее. Это мы создавали сейчас текстуру просто как бы по прямой, либо под 90 градусов. Но хотел бы рассмотреть создание текстуры именно с вектора. Вот мы рисуем какой-то вектор. Сейчас рассмотрим. И создал я вектор в виде шестиугольника. Высота, точнее ширина вектора 8,6 и его высота 10 мм. Прописал я следующие значения. Выбираете вектор, выбираете функцию «Выбранный вектор» и задать как вектор шаблона. Выбрать, и тогда у вас перестает светиться вектор, и нажимаете «Вычислить». Переходим в 3D вид. Вот наша траектория. Производим симуляцию. Ну и вот такая вот необычная текстура у нас получилась. И если хоть немножко это видео было вам полезным, ставьте лайки, также подписывайтесь на канал. В дальнейшем будет больше разных интересных видео не только про ArtCam, но и про какие-то другие программы. Также просто про ЧПУ.